Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Такие милые фигурки кроликов в корзинках могут стать украшением вашего дома в пасхальные дни. В интернете нашла фигурки кроликов, из которых сделала шаблоны. Скачать шаблоны можно по ссылке в описании под видео. Шаблоны распечатала на обычной бумаге и вырезала. Высота фигурок 21 и 16 сантиметров. Шаблоны перевожу на пенополистирольную плиту толщиной 2 см. Это строительный материал, и покупала такую плиту в обычном строительном магазине. Фигурки вырезаю обычным канцелярским ножом, только лезвие нужно выдвинуть длиннее обычного. И еще оно должно быть острым. Вырезаю по контуру частями, стараясь держать лезвие под прямым углом к поверхности стола. Затем срезы зачищаю обычной пилкой для маникюра с крупной зернистостью. Можно взять наждачную бумагу. Не стараюсь добиться идеальной ровной поверхности, так как хочу, чтобы фигурка имела некоторую фактурность. Также вырезаю и обрабатываю вторую фигурку. Обычные бумажные салфетки нарезаю на небольшие кусочки. Как правило, для таких работ бумагу рвут, чтобы края кусочков были тоньше. Но у меня сверху будет слой плотной акриловой краски, поэтому краев бумажных кусочков видно не будет. Кусочки буду наклеивать с помощью акрилового лака. Можно использовать и клей ПВА. Если он будет густым, разведите немного водой. Сначала салфетками оклеиваю торец фигурки, двигаясь по контуру. А затем оклеиваю кусочками две стороны фигурки. Когда фигурки оклеены, нужно дать время, чтобы все хорошо просохло. С помощью трафарета и текстурной пасты буду наносить объемный рисунок на фигурки. Вместо такой пасты можно использовать акриловую шпатлевку, которая продается в строительных магазинах. Рисунок наношу с помощью шпателя. Если у вас такого нет, то можно воспользоваться негодной банковской пластиковой картой. Трафарет и шпатель нужно сразу вымыть теплой водой. Когда паста на рисунке хорошо высохла, фигурки окрашиваю акриловой краской белого цвета. Салфетки придали поверхностям фигурок дополнительную фактурность.
Акриловой краской с металлическим эффектом прохожусь по трафаретному рисунку. Использую прием сухой кисти, когда густая краска не разбавляется водой. Также слегка выделяю краской ребра поверхности фигурки. И получились вот такие фигурки. Теперь сделаю основание для фигурок. Из пряжи из натуральной рафии свяжу корзинки. Рафия – это натуральное волокно из пальмовых листьев, из которого вяжут и плетут сумки, шляпы и другие подобные аксессуары. Вяжу крючком в 2 нити. Крючок у меня размером 8 мм. Сначала вяжу цепочку. Ее длина должна быть равна длине окружности пенополистирольной заготовки в виде круга, диаметр которого 16,5 см. Цепочка должна плотно охватывать круглую заготовку, иначе потом вязаный бортик к ней не будет плотно прилегать. Когда цепочка связана, замыкаю ее. А затем поднимаюсь на первый ряд, делая одну воздушную петлю. А дальше провязываю ряд из столбиков без накида. Ряд замыкаю, проведя петлю в первый столбик ряда. Затем снова поднимаюсь на новый ряд, делаю одну воздушную петлю и все повторяю. На этом этапе можно проверить, как вязаный бортик ложится на основание. Если все хорошо, можно продолжить дальше. Всего делаю 3 ряда. Ряд цепочку я не считаю, это как нулевой ряд. Обрезаю нити и закрепляю конец вязки. Бортик располагаю на пенополистирольное основание и приклеиваю в нескольких местах. Из картона вырезала круг, диаметр которого совпадает с диаметром пенополистирольного основания, то есть 16,5 см. Картонный круг наклеиваю на низ корзинки. И теперь фигурку кролика буду приклеивать в центр получившейся корзинки. Дополнительно для надежности соединения использую 2 зубочистки. Получилось вот так. И таким же образом я собрала и вторую корзинку со второй фигуркой. Для украшения буду использовать искусственные мелкие ягодки. Такие покупала в Wildberries. Все ссылки оставлю в описании под видео. Это искусственная зелень, которую разобрала с веточек, купленных в Fix Price. Декоративные перья, их покупала в Leonardo.
и древесный натуральный наполнитель, который предназначен для оформления подарков. Дно корзинки закрываю наполнителем, и его слегка фиксирую термоклеем. На концы ягод и веточек закрепляю зубочистки. Так будет удобно их крепить в пенополистирольное основание корзинок. И собираю небольшие букетики. А перышки слегка фиксирую термоклеем. На обратной стороне также делаю небольшой букетик из ягод и пары веточек. Точно так оформляю и вторую фигурку. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов. Это поможет в продвижении и ролика, и развитии канала. Всем спасибо за внимание и, как всегда, жду на своем канале.